Добрый день, дорогие друзья! На связи Бородач. И совместно с ITG сегодня мы проведем наш брифинг, проанализируем рынок криптовалют, да и рынок в целом. Наш брифинг мы проводим благодаря поддержке наших партнеров. Это Артоза NFT-платформа, Tiger Trade, трейдинг с умом, а не с трудом. И сегодня мы рассмотрим мысли нашей команды по биткоину, а также разберем основные индексы, которые влияют на криптовалютный рынок. Дисклеймер, это очень важно. Наша аналитика не является призывом к действию. Все риски за свои действия, за свои позиции несете вы самостоятельно. Итак, по состоянию рынка на данный момент. Сегодня у нас рынок в плюсе, большая часть альткоинов зеленые. Биткоин торгуется около 29 330, эфир около 1590 долларов. Индекс страха и жадности у нас сегодня на отметке нейтрально, то есть на уровне 53. Индекс альтсезона на отметке 20. Капитализация рынка 1,92 триллиона долларов. И доминация биткоина находится на отметке 52,5%. Что ж, переступаем к мнению нашей команды. Я начну с шахматиста. Шахматист, что думаешь по рынку сегодня? Всем привет. Сегодня очень активная торговля, и со вчерашнего вечера она началась. Давайте посмотрим сначала биткоин. Биткоин, по моему видению, очень хорошо себя вчера показал. Он отбился от уровня 28 тысяч, 28 200. Это важный уровень был сопротивления, но ликвидность снизу не взял на 28 073. Это для меня звоночник, поскольку тут образовались два минимума, один на 28 055 и 28 076, и за ней вот как раз кроется много ликвидности и сформировался имбаланс довольно-таки большой. То, что сегодня свеча нам показывает пробитие восходящего треугольника, это хорошо. То, что ликвидность мы уже ближайшую на 29 331 взяли, тоже хорошо, но, как показывают индикаторы, что ликвидности дальше совсем почти нету. Пытается сформироваться небольшая ликвидность на 29 615, и туда цена, возможно, дойдет, если объемы увеличится. Также очень интересно, что по стакану происходит поджатие сейчас цены. Там около 3000 биткоинов в диапазоне 29 200 стоит и потихонечку проедает все, что стоит вверху. Вверху стоит приблизительно такое же количество, но они рассеяны прям от 29 400 до 30 тысяч. То есть вполне возможен даже еще один выстрел вверх, но куда идти дальше, тут вопрос. Потому что ликвидность вверху вся была снята до 30 тысяч, есть только выше. Если тут придут хорошие объемы и лимитки начнутся убираться по стакану, то вполне мы можем даже и пойти выше 30 тысяч, возможно, даже 31-32 тысячи. Конечно, это прям очень оптимистично, но мне пока что мало в это верится. Я бы подождал, как сформируется сегодняшняя свеча и, скорее всего, как пройдут на выходные. Если мы закрепимся выше 29 тысяч, то да, я буду рассматривать уже этот сценарий вверх. Если же мы опустимся ниже 29 тысяч, то, скорее всего, мы пойдем вот как раз вниз собирать ликвидность 28 073 и перекрытие имбаланса до 27 472, там тоже очень хороший и сильный уровень поддержки будет. Что касается по поводу эфира, то мне не нравится, как он реагирует, потому что биткоин вчера сделал 3% роста, а эфир всего лишь там 0,5% откупа сделал, вот сколько тут, ну, совсем мало, даже 0,5% нету. Но у него сформировалась хороший откуп, неплохие объемы, и сегодня идет свеча возрастающая, но объемы пока видим небольшие. Вверху ликвидности
очень мало. Там на 1607 всего лишь формируется небольшое количество, но вот сопротивление по стакану очень большое. То есть тут нету такого подпирания в эфире, как в биткоине, что там несколько тысяч эфиров будет подпирать. Нет, тут такого нету. И эфир себя показывает довольно-таки слабо в последнее время. Поэтому если он, даже если берет ликвидность на 1607, я не вижу дальнейшего роста, поскольку уровень 1627 там очень сильный, и, скорее всего, я даже рассматривал бы оттуда уже шорты, э, ну, когда дойдет туда цена, но лонгов пока по эфиру совсем не вижу. Так, ну, давайте посмотрим что-то по альтам. Вот, например, монетка Storch. Как видим, мы ее рассматривали в среду. Она отбилась от 35-го 0,35, перекрыт имбаланс полностью. Тут хорошая разворотная свеча вышла, и сейчас идет вверх. И вверх... Алло, так, а, меня слышно? Мгм. Видимо, интернет пропал. Повторю еще раз. Мы рассматривали монетку Storage. э, в- м, м. Так, какие-то технические неполадки, я извиняюсь. М, Монетка в среду дошла до 0,35, как мы и предполагали. От этого уровня сильного она отбилась, перекрыла имбаланс. И сейчас формируется хорошая свеча лонговая. Будет ли расти дальше? Так, давайте пока шахматист настраивает технические моменты. А, я свой график и, ну, рассмотрю рынок. Так, по биткоину. То есть мы были в восходящем канале, был вынос, возврат, тест, скажем так, сопротивления, откат, тест поддержки. И сейчас вот как раз мы идем наверх. Идем наверх. Я не думаю, что мы дорастем до прошлого хая. То есть я думаю, что мы сейчас заколем среднюю и более вероятно, то есть мы уже будем откатывать вниз. Если посмотреть на ликвидации, то есть мы идем наверх абсолютно не за какой ликвидностью. Ну, то есть она тут есть, но очень маленькая. Здесь неинтересно, в принципе, что-то снимать. Соответственно, я думаю, это больше как бычья ловушка. То есть я предупреждал ранее, что может быть бычье сжатие и параллельно с этим бычья ловушка. То есть я думаю, что произошло бычье сжатие, и сейчас происходит вот как раз бычья ловушка для того, чтобы загнать в лонги ну, людей, да, то есть и затем уже хорошенько слить, потому что снизу у нас ликвидности намного больше, намного интереснее идти вниз. Тут как минимум 25 900 есть уровень такой хороший, где собралось такое большое количество ликвидности. То есть, ну, вниз идти намного интереснее. Соответственно, я думаю, что сейчас загонят лонги и дальше по рынку сольют. По лимитным ордерам на спотовом рынке мы уже подходим к основным, ну, то есть уже видно, что есть конкретное сопротивление, да, то есть мы пытаемся его там пробить, проколоть на 4-часовике, то есть мы видим, раз был подход и отскок, да, то есть вторая свеча подошла, отскочила, третья сейчас подойдет, даже если пробьем, то на 29 500 тут уже, я думаю, тут ее остановят. Да, то есть у нас есть тут два уровня, 29 500 и 29 там 450. То есть вот если мы возьмем диапазон там 29 400, 29 500, здесь есть конкретно заинтересованный продавец, который на споте не будет давать двигать цену дальше наверх. На фьючерсном рынке абсолютно все то же самое.
То есть я думаю, что на фьючах тут могут даже заколоть 29 500, да, то есть, ну, если спотовый рынок тут остановится, то фьючи могут заколоть, да, то есть снять вот эту вот хорошую лимитку и пойти вниз. Но то, что ее до конца там проедят, маловероятно. Почему? Потому что для того, чтобы проесть такой крупный лимитный ордер, нужна ликвидность на рынке. Как правило, поэтому эти лимитные ордера ставятся вот как раз на вот такие вот ликвидации, да, то есть для того, чтобы во время, когда происходит у кого-то ликвидация, эту ликвидность использовать для того, чтобы набрать себе позицию там в обратную сторону. Но здесь ликвидаций больших нету. Соответственно, то, что проедят этот уровень, под большим вопросом, скажем так. Это что касательно биткоина. То есть можем еще, да, там 29 500 позакалывать, но дальше маловероятно, что мы пойдем вверх. То есть я бы не велся на эту бычью ловушку, потому что тут конкретно пытаются загнать, я думаю, что пытаются загнать лонгистов в рынок для того, чтобы потом хорошенько на их стопах, на их ликвидациях дать цену вниз. Так, дальше сейчас одну минуту, по капитализациям. А, Есть, подгрузился. По капитализациям, основная капитализация, да, то есть то, что в целом, я говорил, мы начали сползать, но я говорил, что возможно через боковик. Ну, тут, конечно, вышло уже за диапазоны боковика, но в целом, если мы будем судить, то есть индекс смотрится на то, что, ну, он уже отработал, и дальше уже, вероятнее всего, пойдем вниз. Да, то есть, ну, для меня основным сценарием будет это уже спуск как минимум там 1,04 триллиона, да, то есть, и там дальше либо боковик, либо же плавный спуск вот прям вдоль нашего уровня поддержки. По капитализации альткоинов тут, в принципе, вроде как мы отскочили, да, то есть, ну, опять же, если у нас основная капитализация пойдет вниз, для меня, ну, биткоин, если идет вниз, то основная капитализация также идет вниз, то капитализация альткоинов тоже, она, ну, не будет расти. Тут, возможно, какой-то задер будет именно по альткоинам, потому что если сейчас мы перейдем в такой локальный боковик, то альткоины могут тоже расти. И ликвидность может перетекать условно с биткоина, со стейблкоинов именно в альткоины. Поэтому, ну, возможно, там какие-то заколы тоже будут. Возможно, какие-то альткоины стрельнут. Я думаю, это небольшие будут альткоины, не какие-то крупные по маркеткапу, а какие-то более мелкие. Возможно, они какие-то отстреляют, но в целом все смотрится, ну, как загон, скажем так, лонгистов для того, чтобы их хорошенько побрить. По доминациям давайте посмотрим. Так, доминация биткоина, доминация альткоинов. И что мы здесь видим? Сейчас пока по биткоину подгружается график. Давайте разберем доминацию стейблкоинов. Так, по доминации стейблкоинов мы все-таки отбились от нашей средней боковика и пошли к тесту поддержки боковика. Хотя, если честно, я думал, что мы здесь уже пробили. Я думал, что мы все-таки сходим еще раз к сопротивлению, а потом уже к поддержке. Да? То есть, ну, в целом индекс двигается в боковике. Естественно, если он идет вниз, то и биткоин, и альткоин, они у нас растут. Если он идет вверх, значит у нас весь рынок падает. В целом, если судить, так, это дневка, давайте на 12-часовик перейдем. В целом, если судить, у нас здесь есть такое сопротивление в виде скользящей. Я думаю, что оно как раз сейчас и остановило данный индекс. В целом, ну, после ретеста, после теста, скажем так, уровня поддержки, я думаю, что мы все-таки пробьем этот уровень и уже будем, ну, сам индекс будет как проторговываться здесь сверху, выше средней, выше скользяшки. И у нас, если он и пробивает данную скользящую в этот раз, то я думаю, у нас откроется уже дорога к пробитию сопротивления потенциальному и по ходу выше. По альткоинам после падения, ну, вполне логично такой откат.
То есть, ну, в целом, то есть по-прежнему ожидаю там 10,65, 10,66%. То есть, я думаю, что будет какой-то, естественно, откат, это нормально, но в целом можем еще сходить вниз. Так, по доминации биткоина. Все-таки разворотную эту зону, которую я ожидал, мы пробили. И мы идем к следующей цели. То есть я говорил, писал точнее в нашем канале, кто там отслеживает. Следующая цель будет там 52,9-53%. И, то есть если биткоин уже пробил данную зону, то есть, соответственно, у нас к этой отметке открывается дорога. Так, и давайте разберем альткоины. По альткоинам, что у нас сегодня можно поторговать? А, Есть ликвидность в АДе, то есть начнем со спотового рынка и дальше перейдем к фьючам. На споте у нас есть по АДе крупная лимитка на продажу. То есть, если мы проанализируем спотовый рынок, в целом лимитные ордера, мы видим, что намного больше лимитных ордеров именно на продажу. Соответственно, это должно насторожить нас к этому росту. Почему? Потому что, скорее всего, этот рост идет как раз для того, чтобы потом слить, да, то есть рост именно для слива. По АДе сегодня есть крупная лимитка, по BNB есть тоже продажи на 219-220. Ну, биткоин это стабильно, 229-530. Потом CRV поставили крупную лимитку на покупку на отметке 0,4 доллара. По эльфу уже традиционно есть ликвидность, то есть эльф на споте можно поторговать. Потом, что еще из интересного? Ethereum Classic вчера, кстати, делали пост по этой монете. Тоже, ну, лимитки не такие прям сильные, но покупки в целом есть. Maker. Maker очень хорошо можно поторговать. Tron и Monero. То есть это то, что касается спотового рынка. Теперь перейдем на фичи, посмотрим, что у нас по фичам. На фичах сразу вот бросается в глаза, на Binance можно теперь торговать доминацию биткоина. Я бы не советовал ее торговать. Почему? Потому что, ну, я считаю, что этот актив создан как раз для того, чтобы сбривать с людей деньги, да, то есть, скажем так, законно отнимать деньги у людей. Поэтому, ну, я бы не советовал торговать этот актив. Тем более он на фичах, а не на споте. Ну, то есть тут тем более. То есть, знаете, вот больше похоже на какой-то, ну, по типу синтетики, да, то есть как раньше на споте были монеты, там BTC Up, BTC Down, вот тоже по типу какой-то синтетики. Потом биткоин, тоже, как и на споте, есть продажи на тех же отметках. По монетке Cyber есть у нас покупки. По Dogecoin раньше тоже делали обзор, и есть покупки. Так, что еще из интересного? Интересного еще у нас сегодня GMT можно поторговать. Потом Matic на фьючах тоже есть крупные лимитные ордера. NIR, Unfi, XM последнее время и VeChain уже тоже последнее время уже традиционно. Так, Шахматинский, если ты готов продолжить, если у тебя сейчас уже с техническими, в техническом плане все хорошо, то давай продолжай. Да, вроде бы все нормально. Давайте продолжим. Монетку Storch мы рассматривали в среду. Она как раз была возле уровня 0.35. Туда она дошла. Как видим, перекрыла имбаланс, отбилась от этого уровня, сформировала хорошую свечу, и сегодня идет продолжение роста. Из-за того, что объемы не очень большие, я не думаю, что она вырастет выше, чем 0.4114, и вряд ли пробьет сегодня-завтра этот уровень, если объемы не увеличатся. Но ликвидность ближайшую на 0.4035 она может вполне взять сегодня-завтра. И когда она подойдет к уровню 0.4114, нужно будет уже смотреть, как он будет реагировать на нем. Если там будет сильное сопротивление, то можно рассматривать шорты. Если же там оно пробьет и закрепится, то вверху достаточно ликвидности, чтобы цена шла к 0.43, 0.45, возможно, даже 0.48. Давайте посмотрим монетку MTL. MTL тоже он не сильно вырос вчера, и сегодня объемы маленькие, но цена растет.
Эта монетка меня сейчас смущает в плане роста. Да, она может выстрелить, как она любит, до 1.29, 1.32, но внизу тут есть два почти равных лоя, за которыми обычно ликвидность очень хорошая. Возможно, там стоят айсберги, потому что по стакану не видно, но обычно, когда ровные лои, то там стоит очень много ликвидности. Поэтому я думаю, что будет небольшой рост вместе с рынком, но потом пойдет откат до 1.21, до 1.20 с половиной, и, возможно, это будет, конечно, идеально, если дойдет до 1.19, там очень много ликвидности у этой монеты, и отсюда я бы уже рассматривал бы, скорее всего, лонговые сценарии у этой монеты. Давайте посмотрим другую монету комп. Монета комп отбилась от линии сопротивления. Хорошая свеча была с откупом. Фитиль такой на 3%. Это хороший показатель. Но опять же, у альтов сейчас очень мало объема. И это очень сильно настораживает. Да, комп может в ближайшее время подрасти и собрать ликвидность на 41.85, но без объемов не вижу каких-то сильных ростов у этой монете, что сейчас будет. Скорее всего, какая-то небольшая ступенька будет вверх, но мало волатильная. Монетка Тома. Монетка Тома очень, скажем так, держится в диапазоне 47, доллар 47, доллар 53 и потихонечку проедает лимитки, которые есть вверху. Он очень сильно хочет, мне так кажется, собрать ликвидность на доллар 57, оттестить очень сильный уровень доллар 56 и, скорее всего, от него отбиться, потому что внизу там ликвидности просто море. И вот когда он подойдет к 1.56 и заберет ликвидность на 1.57, нужно будет смотреть очень внимательно за этой монетой, поскольку если она все же закрепится, то тогда открыт сразу путь к доллар 68. Там почти пусто, и ликвидность только аж там вверху находится. Если же он отобьется и будет такая вот проторговочка, вот так вот примерно, то вот тут вот можно будет в этой зоне смотреть уже шортовые сценарии, особенно если будет давление по стакану сверху, то внизу идти и собирать ликвидность он может очень-очень быстро. Так, давайте посмотрим другую монетку. Монетка ЛПТ очень интересная, поскольку она сняла лой, который тут был, и это очень хорошо, потому что там была ликвидность. До нижней ликвидности и имбаланса она пока еще не пошла, но сегодня формируется интересная поглощающая свеча. К сожалению, опять же, без объемов. Это очень меня смущает. Но если будет хорошее поглощение этой свечи, то, скорее всего, даже возможен дальнейший рост. И рост к 5.58. Там и ликвидность, и уровень сопротивления хороший. И если мы его пробьем, то у монеты хороший потенциал идти наверх. Но если же мы этого не сделаем, то монета пойдет вниз за ликвидностью и перекрытие имбаланса. Что касается монетки Link. Link себя прям сегодня очень хорошо показывает. Такая поглощающая свечка формируется. Вверху есть очень хорошие зоны ликвидности 7.63, 7.71. Думаю, их она пойдет тоже собирать, но внизу на 7 долларов и 10 центов почти, ну, чуть ниже, там почти 3 равных лоя. И это прям грааль, чтобы туда цена сходила и забрала всю ликвидность, которая кроется за ним. Как видим, перед ней есть ликвидность на 7.16, но я думаю, и ниже там тоже более чем достаточно. И тогда имел бы смысл идти с хорошим топливом наверх. Но пока что объемы, объемы, объемы по всем альтам очень смущают. Поэтому надо быть очень аккуратным, если вы хотите рассматривать какие-то лонговые сценарии. Но, честно говоря, очень опасно сейчас ходить. Так, Гал.
Гал вчера отбился от линии сопротивления, которая уже очень давно э, м, сформировалась, и формирует сегодня поглощающую бычью свечку. И, скорее всего, у Гала, к сожалению, сейчас тоже мало объемов, но она себя очень уверенно показывает и может спокойно перекрыть весь имбаланс до 1.15 и, возможно, пойдет за очень хорошей ликвидностью, которая сформировалась, за 1.18. Вот такой я вижу ближайший сценарий по Галу. Вниз пока нету смысла ему идти, потому что там по стакану довольно-таки хорошая поддержка идет. М, Также монетка Инч очень интересная. У нее был и остается пока что восходящий тренд. Она неоднократно от линии восходящей отбивалась, шла вверх, и сейчас она очень резко показывает рост последние дни. Перекрыла двойной имбаланс вчера, также не утихает ее рост и сегодня, и она явно стремится пойти к уровню 8.83, где собралось очень много ликвидности. Это уровень будет очень важный, поскольку там есть и сопротивление по этой монете. Мы должны будем очень внимательно следить после снятия ликвидности, как будет реагировать монета. Сейчас баланс, сейчас именно объемы по этой монете утихают, они намного меньше, в отличие от других альткоинов. Тут хорошие были объемы для этой монеты, но сегодня их пока мало. Если же мы пробьем 8.83 и закрепимся, то у нас идет очень, скажем так, простой путь до 9.96, где сформировались два хая, которые они должны были раньше, конечно, как по мне, сняться, но походу в этот раз, если мы закрепимся выше 8.83, мы спокойно можем идти до $10 и снимать эти хаи. И, конечно, уже на этом уровне мы посмотрим, пойдет ли монета дальше или нет. Вообще проект этот интересный, вы можете у нас в телеграм-канале его почитать поподробнее. А так пока что разворота по инжу я не вижу. Надо будет уже смотреть на 8.83, возможно, на выходных. Маск тоже показывает, вчера показал свечу с откупом, он сделал, скажем так, ложный пробой, но он не закрепился свечой ниже линии поддержки, поэтому сегодня он показывает тоже поглощающую бычью свечку, и опять же подчеркну, с маленькими объемами для нее. Вверху есть достаточно ликвидности по этой монете, там на 2.56, 2.58, 2.60. Это все, я думаю, может спокойно собраться, и дальше мы будем продолжать торговаться примерно вот так вот, в этом, скажем, большом треугольнике с линией поддержки ее пару раз тестить, и тут будет уже кульминация, скорее всего, через сколько, 24 дня, ну, примерно, куда пойдет цена. Если мы пробьем эту линию поддержки, то мы пойдем вниз, и вниз у нас есть куда идти, там и ликвидности хватает, и всего прочего. Поэтому монету, может быть, там уже даже не удержит. А вот вверху, если мы пробиваем, то мы на 2.84, 2.97 и перекрытие имбаланса на 3.42 вполне можем идти. И вообще потенциал очень большой, если брать на высоту треугольника, то прямо аж до $4. Но я смотрю пока на ближайшее только время. Это до $3 вполне может сходить в этом месяце. И в начале следующего это монета. И давайте посмотрим еще последнюю монету. Интересную, это Solana. Solana тоже показала за последние дни очень хороший рост. Прям хорошие проценты дает, в отличие от других монет. Тут у нее внизу сформировался двойной имбаланс. Я думал, что он вчера пойдет все-таки его перекрывать, но не пошел. Он сделал свип нижних слоев предыдущих дней.
и пошел на рост. Также сейчас он продолжает расти, собирает всю ликвидность, которая есть, и самая большая ликвидность, и там же самое большое сопротивление стоит на $27, 26,95. Силы пока у Solana хватает. Там хорошие по стакану идут сейчас лимитки, которые прям подталкивают цену вверх. Думаю, до 27 вот этот закол еще хватит сил сделать. Дальше не уверен, поскольку там очень сильные стоит лимитки на сопротивление. Выстрел вверх будет или нет? Потенциально не думаю, что будет прям сегодня, но вообще проект очень перспективный, и дойти до 33-34 долларов он вполне может. М, Просто я не думаю, что если объемы не увеличатся по этой монете за сегодня-завтра, что она пойдет аж прямо туда в ближайшие дни. Скорее всего, до 27 долларов, ну, максимум вот тут вот до 29, может и дойдет, но не больше. Поскольку тут все равно должен быть какой-то нормальный откат по этой монете, чтобы потом был хороший запас идти вверх к своим хаям, там, 33-34 долларам. Ну, на сегодня, я думаю, все, в принципе. Спасибо большое. И тебе Всем, большое всем пока. спасибо. Заодно ты разобрал, ответил на вопрос одного из наших зрителей. Я попутно отвечу на второй вопрос касательно того, что пишут на западных сайтах. Ну, смотрите, писать можно все что угодно, да, то есть мы знаем, что есть разные прессы, в том числе и желтая. Есть специально заказные статьи для того, чтобы загнать лонгистов. Мы рассуждаем чисто из графика, чисто из ликвидности и смотрим на рынок в моменте, да, то есть у нас цель стоит это вот рассказать нашим зрителям то, что мы видим, то, что вот в моменте происходит в рынке. Там то, что пишут о возможном окончании криптозимы так званой, да, то есть и начале бычьего рынка, вы же понимаете, что это может быть заказная статья и ну, специально написано для того, чтобы загнать людей в лонги. Кстати, я об этом и говорил, что сейчас пытаются создали бычью ловушку для того, чтобы загонять людей в лонги и, соответственно, дальше потом на все этой ликвидности, которая образуется снизу, хорошенько так слить. Да, то есть, когда будет каскад ликвидации, когда стопы и ликвидации одних шортистов будут цеплять вторые стопы ликвидации и так дальше. Да, то есть будет такое импульсное движение вниз. Соответственно, вы, конечно, можете читать статьи, принимать их ко вниманию, но лучше смотреть на то, что происходит на графике, на то, что происходит на рынке, на то, что происходит на уровнях там, ликвидности, лимитные ордера и так дальше. Да? То есть и анализировать рынок самостоятельно, а не просто доверяться там, каким-то непонятным аналитикам западным, да, которые могут написать в принципе все, что угодно. Такой вот комментарий, такой вот ответ на вопрос. В принципе, раз вопросов больше нет, на этом мы будем заканчивать. Мы всем желаем профита, попутного тренда, ну и всем крепкого здоровья, скажем так, в этот демисезонный период, период болячек, там, обострений. Профита всем, всем пока.